Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду говорить о том, что современные женщины перенасыщены мужским вниманием, от того у многих короны на голове, завышенная самооценка и космические запросы. Возможно, для женщин нужен дефицит внимания, чтобы они начали снова ценить и уважать мужчин за то, что они делают. И ведь мы начинаем ценить только то, что теряем, и то, чего не в изобилии и в достатке. Чтобы не было вот это вот «мне все должны, я королева». А что сейчас происходит с современными женщинами? Они просто пользуются благосклонностью мужчин и могут использовать и вышвырнуть потом как отработанный материал тогда, когда это нужно будет женщине. Любая серая мышка сейчас может возноситься до уровня королевы. Цепочка неадекватная самооценка и космические запросы работают в связке после того, как у женщины огромное количество внимания от мужчин. Мужчины своим вниманием передают женщинам, что они нужные, любимые, важные и повышают самооценку. А мужчины наоборот и не получают того должного внимания, отдачу, благодарность, и самооценка их, отказы все, самооценка падает. Поговорю сегодня о том, как это исправить, виноваты ли в этом сами мужчины, и поговорю сегодня о сайте знакомств, о лайках, благодаря чему раздувается вот это женское эго, ну и все остальное. Проблема перенасыщения сейчас не на последнем месте. Мыслители говорили о том, что современный человек обладает ослабленной личностью. Римлянин императорского периода, когда знал, что весь мир у него под рукой, перестал быть римлянином и перестал быть самим собой. Опоздав, человек начинает спешить. Увидев смерть, человек по-настоящему начинает ценить жизнь. Американский журналист Элиот Вайнбергер писал в своем эссе: в последние 30 лет обитатели этой планеты завалены разной продукцией. Телевизор принимает 70 каналов, миллионы электронных книг на веб-сайтах, множество танцевальных, музыкальных, фитнес-заведений. Ну и любой другой продукции, которой пользуются люди, в таком количестве, что хочется сидеть дома и смотреть в пустоту. Несет ли это все благо человечеству или на самом деле нет? Когда у тебя чего-то много, то это очень сложно ценить. Даже есть такое выражение — инфляция счастья. Доступность рушит стоимость продукта. То, что дается даром, и даром не нужно. Так устроен человек. Люди, которые пережили настоящий голод, удивляются, как можно выкинуть хлеб. А для современных людей хлеб может не оцениваться так, потому что он стоит дешево. Современные дети могут не понимать ценность книги, какого-то поучительного фильма или библиотеки. И в всем этом изобилии множество людей не могут понять свое предназначение в жизни и ощущать яркость и радость в ней. Еще Пушкин говорил о том, что женщина устроена странным образом. Чем меньше любим мы женщину, тем легче нравимся мы ей. Есть такие женщины, которые, подавая мужчин, которые не обращают на них внимания, а те, которые вертятся все время, которые очень услужливые и хотят произвести впечатление, а женщина на таких отбрасывает и внимания не обращает. Здесь могу сказать, что это не совсем может быть здоровая история, поэтому равняться на это тоже не следует. Даже советуют молодым людям или мужчинам на курсах создавать такую иллюзию успешности у дам, что он популярен у прекрасного пола, и холодком обдавать, не обращать внимания. Я могу сказать, что я против любых манипуляций в отношениях и в любви. Здесь, наверное, справедливо будет сказать, что это тоже не для всех работает, потому что если мужчина действительно какой-то очень завидный жених, скажем так, да, то я думаю, что женщина никуда убегать не будет. Вот я возьму сайт знакомств. Это популярный сейчас, не так популярен, как в других странах, но тем не менее, за неимением того, что мужчины сейчас могли бы знакомиться на улице, но не получается, или в каких-то других общественных местах, сайт знакомств выходит все равно на более такой рассматриваемый план. И мужчины сами делали эксперимент, когда ставили вместо своей фотографии привлекательной девушки. И более чем
за 30 минут писала более 50 мужчин в личку, скажем так. И, конечно, мужчины такого внимания, столько сообщений, мне кажется, даже в 2 раза меньше получает, кто-то, может быть, еще больше. И, соответственно, женщина даже не успевает на все эти сообщения отвечать, но прекрасно понимает, даже если по ту сторону экрана сидит не самая красивая, например, девушка-женщина, но понимает, что она очень востребована. От этого что происходит? Происходит возрастание самооценки, возрастание вот этой нужности. Соответственно, женщина может себя до уровня королевы уже взрастить, как это и происходит, и уже где-то там свысока смотреть на мужской пол. Ну и, например, если в реальной жизни с ней в день мог познакомиться только, к примеру, один мужчина, и то не каждый день, то на сайте знакомств там целое богатство каждый день. Но здесь не надо быть великим логиком, чтобы понять, что все это работает на пользу женщин, конечно. Давайте скажем так, что проблема сейчас и в самих мужчинах. Сами мужчины потворствуют этому и идут на поводу. Более того, женщина одного может держать мужчину просто для общения, душевного, например. Второго мужчину может держать из-за подарочков каких-то приятных, но держать его на расстоянии. Вроде как есть такой приятный бонус, но ничего большего. Находятся такие мужчины, они же могут и не знать друг о друге, что они у одной женщины существуют, но адекватные мужчины не хотят находиться в этом хороводе. С одной стороны, мужчины хотят избирательно выбирать женщину, и говорят о том, что, например, с разведенкой я не буду встречаться и такую даже не рассматриваю. И потом можно заметить, через какое-то время мужчина нашел женщину, Дуню какую-нибудь, с очаровательными, милейшими 2 детками. Но они же не помешают их счастью. Некоторые мужчины отчаянно хотят найти женщину, поэтому и возникает вот это большое количество внимания к женщинам. В современных реалиях лайки тоже имеют свою силу. Сколько мужчин поставили лайков на странице этой женщины. Это тоже добавляет популярности в голове женщины. Это внимание, оно по сути иллюзорное, но все равно оно добавляет самооценочки в копилку женщины. А некоторые женщины на сайте знакомств могут долго-долго сидеть и выбирать, и так они там могут до пенсии это делать. Ну а девушки с менее вот этой вот космической самооценкой идут на разные свидания и тоже понимают, что в любой момент, когда они захотят куда-то сходить или получить какое-то внимание, или просто пообщаться с мужчиной, познакомиться, то в любой момент по щелчку пальцев это можно сделать. Чуете, к чему я это? К тому, что надо бы это, возможно, понизить. А для чего это? Не для того, чтобы совсем снизить до того уровня, когда это не подходит людям. Но это нужно для того, чтобы женщины снова начали ценить мужчин и начали ценить внимание человеческое по отношению к ней. Брать это, когда женщины думают, что мне все должны, потому что я королева. Поэтому, подытожив, скажу, что, возможно, уже нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы изменить настоящую реальность, с которой сталкивается большое количество мужчин. Ну и хочу добавить, что здесь женщинам хочу адресовать, что чтобы получить адекватное внимание со стороны хорошего мужчины, продолжительный интерес, чтобы он не угасал, нужно быть самой адекватной и не думать о том, что только фигурой или милой мордашкой можно завоевать
любовь. Умные мужчины сейчас уже перестают смотреть на обертку и смотрят на содержание женщины и то, что они чувствуют рядом с ней. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже скоро. До новых встреч. Пока.